В январе 1947 года военно-морской адмирал Соединенных Штатов вернулся из Антарктиды на 8 месяцев раньше запланированного срока. Флот из 13 кораблей, 1000 людей. Официальная миссия – картографирование. Публично он не объяснил причину досрочного возвращения. По крайней мере, не тогда. Его дневники засекречены до сих пор. Не утеряны. Засекречены. Это разные слова. Антарктида – единственный континент, над центром которого гражданские самолеты официально не летают. Ни из-за погоды, ни из-за топлива. Официальное объяснение существует, но вопросов после него меньше не становится. 5 аномалий. 5 вещей, которые существуют в виде официальных документов, спутниковых данных и военных архивов. Одна из них меняет сам разговор о том, что именно было известно об Антарктиде задолго до официального открытия. И не в смысле теорий. В смысле картографии и делопроизводства. Если не хотите пропустить продолжение, серия будет выходить регулярно. Подписка решает этот вопрос раз и навсегда. Поехали. 5-е место в нашем списке – самый скучный факт. И именно поэтому самый странный. Гражданские авиамаршруты над Арктикой существуют. Рейсы из Европы в Японию спокойно идут через Северный полюс, через Гренландию, через Сибирь. Это обычная практика, которая экономит топливо и время. Полярные маршруты – стандарт индустрии. Над Антарктидой нет. ИКАО, Международная организация гражданской авиации, официально не запрещает полеты над континентом. Формально. Но практика другая. Регулярные маршруты огибают материк по краю. Центральное плато – зона, которую коммерческая авиация обходит стороной. Крюк составляет от 800 до 1200 километров в зависимости от маршрута. Официальное объяснение – отсутствие запасных аэродромов в радиусе досягаемости по нормам ETOPS. Это правило требует, чтобы самолет всегда мог дотянуться до аэродрома за определенное время при отказе двигателя. Логично. Убедительно. Почти. Но самолеты регулярно летают над центром Гренландии, над Тихим океаном, над районами, где ближайший аэродром ничуть не ближе антарктического. Разница в том, что над Антарктидой нет даже теоретической инфраструктуры. Ни одного аэродрома. Ни одной навигационной точки в центре материка. Как будто сам материк с самого начала оставили вне привычной транспортной логики. Магнитные аномалии над Антарктидой реальны. Компасы ведут себя непредсказуемо в районе магнитного полюса. Это факт. Но современные самолеты летают по GPS, а не по компасу. Одними только магнитными аномалиями это уже трудно объяснить. Самый изолированный континент планеты защищен не льдом, а маршрутными картами. Это была техническая аномалия, следующая – историческая. И она старше авиации на несколько столетий. Позиция 4. Карта, которая не должно существовать. 1513 год. Османский адмирал и картограф Пири Риис составляет карту мира. Она сохранилась. Она находится в музее дворца Топкапы в Стамбуле. Ее можно увидеть. Некоторые исследователи считают, что на ней изображена часть побережья Антарктиды. Антарктида официально открыта в 1820 году. Разрыв 307 лет. Это само по себе достаточно неудобно, но дальше интереснее. Побережье на карте Пири Рииса изображено без ледяного покрова. Береговая линия такая, какой она была бы, если бы лед отсутствовал. Современные данные сейсмического зондирования в рамках проекта BADMAP показывают подледный рельеф Антарктиды. По мнению сторонников этой версии, в ряде участков побережья совпадения с картой Пири Рииса укладываются в несколько градусов. Не идеально, но достаточно близко, чтобы споры не утихали до сих пор. Пири Риис написал на полях карты, что использовал более древние источники. Какие именно, он не уточнил. Или уточнение не сохранилось. В 1966 году американский исследователь Чарльз Хэпгуд направил детальный анализ карты в Пентагон с запросом на официальную оценку. Ответ пришел. Официальный, подписанный. И был засекречен на 20 лет. Рассекреченная версия существует, ее можно найти. В ней говорится, что совпадения заслуживают дальнейшего изучения. Дальнейшее изучение официально не задокументировано. Либо у этой карты были источники, о которых мы до сих пор знаем слишком мало, либо совпадение оказалось куда сильнее, чем нам удобно признать. Карта показала берег. Следующее место – то, что находится под ним. Буквально. Место 3 занимают пирамиды, которые геологи объясняют, и озеро, которое они объяснить не торопятся. В горах Элсуорт в Западной Антарктиде спутниковые снимки фиксируют 4 объекта с выраженной пирамидальной формой. Координаты открыты, их можно проверить в Google Earth прямо сейчас.
Геологическое объяснение корректно, но на Таке скальные вершины, выступающие сквозь лед, отшлифованные ветровой эрозией с нескольких сторон. Природа умеет в геометрию. Однако все 4 объекта имеют схожую ориентацию граней. Ветровая эрозия в разных направлениях за миллионы лет редко дает настолько согласованный результат сразу на нескольких вершинах. Геологическое объяснение это не отменяет, но полностью снять вопросы такая форма тоже не помогает. Но пирамиды – это витрина, настоящая история под ними. Озеро Восток. 250 километров в длину, 50 в ширину. Расположено под 4 километрами льда. Изолировано от поверхности около 20 миллионов лет. Температура воды внутри плюс 10 градусов по Цельсию, снаружи минус 50. Озеро не замерзает из-за геотермального тепла и давления ледяного покрова. Это крупнейший изолированный водоем на планете. Бурение началось в 1998 году. В 2006 его остановили. Официальная причина – опасение загрязнить экосистему. Разумно. Пауза продлилась 12 лет. В 2012-м бурение возобновили и достигли воды. Результаты бурения публиковались постепенно, и далеко не все выводы сразу становились частью громких новостей. Самое большое изолированное озеро на планете, нетронутое 20 миллионов лет. И бурение там вели с предельной осторожностью. Это можно объяснить научной ответственностью. Но вопросов от этого меньше не становится. Первоисточники по озеру Восток и проекту BadMap в описании, если хотите копнуть глубже. Продолжаем. Второе место. Адмирал, который не договорил. 1946 год. Операция «Высокий прыжок», крупнейшая военная экспедиция в истории Антарктиды, 13 кораблей, включая авианосец, 23 самолета, 4700 человек личного состава. Командующий контр-адмирал Ричард Берт, самый опытный полярный исследователь Соединенных Штатов. Официальная цель – картографирование и научные исследования. Запланированная продолжительность – 6-8 месяцев. Флот вернулся через 8 недель. Январь-февраль в Антарктиде – лучший сезон. Максимальный световой день, минимальные штормы – это не погода. Официальный рапорт назвал причиной неблагоприятные условия. В том же документе зафиксированы потеря 3 самолетов при невыясненных обстоятельствах и гибель нескольких членов экипажа. Детали засекречены. В марте 1947 года Берт дал интервью чилийской газете «Эль Меркурио». В опубликованном тексте ему приписывают слова о необходимости защиты от летательных аппаратов, способных перелетать с полюса на полюс с невероятной скоростью. В американской прессе это интервью почти не обсуждалось. В 1955 году Берт вернулся в Антарктиду. Операция «Глубокое замораживание». Умер в 1957. Его личные дневники частично засекречены до сих пор. Не утеряны, засекречены. Когда интервью расходится по цитатам, а часть личных записей остается засекреченной, вопросов становится больше. И это уже не жанр страшилок, а обычная архивная реальность. Все это была предыстория. Потому что первое место не архив и не теория. Это документ, который существует прямо сейчас, подписан 12 государствами, доступен для чтения. И именно поэтому он самый странный из всего, что мы сегодня разобрали. Наше первое место – договор об Антарктиде. 1959 год. 12 государств собрались в Вашингтоне и подписали документ, не имеющий аналогов в истории дипломатии. Договор существует. Его можно прочитать на официальном сайте секретариата договора об Антарктиде, и чем внимательнее читаешь, тем больше вопросов. Антарктида объявлена территорией, на которую ни одно государство не может предъявить претензий. Ни одно. Единственный континент на Земле с таким статусом. Почему именно этот? Арктика поделена между государствами. Мировой океан регулируется Конвенцией ООН. Антарктида вне суверенитета полностью. Это называется общее наследие человечества. Красиво звучит. Но что именно охраняется – вопрос открытый. Статья 1 запрещает военные базы и военные маневры, но научные станции с военным персоналом разрешены. Сейчас таких станций 70. На них работают в том числе действующие военные офицеры нескольких государств. Разница между военной базой и военной научной станцией юридическая, а не физическая. Статья 5 запрещает ядерные взрывы. Но до подписания договора в 1958 году Соединенные Штаты провели операцию «Аргус», серию из 3 ядерных взрывов в верхних слоях атмосферы над Южной Атлантикой. Официальная цель – изучение радиационных поясов Ван Аллена. Что изучали – засекречено частично. Что нашли – неизвестно.
Протокол по охране окружающей среды 1991 года запрещает добычу любых природных ресурсов до 2048 года. После этой даты протокол может быть пересмотрен. Под антарктическим льдом, по оценкам геологов, от 36 до 45 миллиардов баррелей нефти и колоссальные запасы редкоземельных металлов. И все это пока остается подо льдом, нетронутое и формально недоступное для добычи. В 1959 году, через 12 лет после операции «Высокий прыжок» и через 2 года после смерти Берда, 12 государств договорились: никто не владеет Антарктидой, никто не добывает ресурсы, никто не размещает оружие. И все согласились. Для разгара холодной войны это выглядело почти невозможным, особенно на фоне того, как трудно великие державы договаривались по любым другим вопросам. Почти ни по каким, кроме Антарктиды. Возникает ощущение, что договор не столько открывает Антарктиду, сколько консервирует ее статус нетронутой до определенной даты. Это либо высшая форма международного сотрудничества, либо высшая форма международного соглашения о том, чтобы никто не трогал то, что там есть. Разница небольшая, но она есть. 5 аномалий. Маршрутные карты, которые обходят единственный материк без инфраструктуры. Карта 1513 года с береговой линией, которой не должно существовать. Озеро под 4 километрами льда, бурение которого остановили добровольно. Адмирал с засекреченными дневниками. И договор, который 12 враждующих государств подписали за один раз. Все это объединяет одно: официальные объяснения существуют. Они корректны. И они не до конца убедительны. Не потому что кто-то лжет, а потому что вопросы крупнее ответов. Лучший способ посетить Антарктиду – с чашкой чего-нибудь горячего и открытой вкладкой с рассекреченными архивами. Там холоднее, но значительно понятнее, чем кажется. Какая из 5 аномалий кажется вам наименее объяснимой? Карта Пири-Рейса или договор 1959 года? Напишите в комментариях, это действительно интересно сравнить. До следующего раза.